Всем привет! В этом видео я расскажу про некоторые приемы в игре и дам несколько советов, некоторые из которых хоть и будут казаться крайне очевидными, но точно не будут лишними. Ведь как показала практика, эти самые очевидные вещи многие игроки попросту не делают. Первый совет самый простой, но и самый важный. Бросай сумки с патронами и медикаментами союзникам. Всегда. Резнулся рядом с тиммейтами? Бросай. Прошла перестрелка? Бросай. Видишь раненого союзника? Бросай. Тебя просят? Бросай. Не жалей сумки, они восстанавливаются со временем. Также можно использовать и вражеские сумки. Помечай их, чтобы союзники их тоже видели. И отсюда следует дополнение к первому совету. Не хочешь, чтобы противники использовали твои припасы, бросай их где-нибудь в ненавидном месте или уничтожай после использования. Окантовка иконки союзника показывает его здоровье, а сама иконка – его гаджет. Нацелившись на нее и нажав клавишу метки, можно запросить этот гаджет у игрока, например, те же патроны или аптечку. У союзника при этом появится задача в логе, за выполнение которой он получит дополнительный опыт. По возможности старайся выполнять запросы союзников. И даже шприцом можно лечить не только себя, но и союзника. Делается это правой кнопкой мыши. Задержка взрыва гранаты иногда слишком долгая, и противник успевает выбежать из зоны поражения. Зажми клавишу броска на несколько секунд и потом бросай. Главное не передержать. Хотя с дымовыми гранатами иногда можно и передержать, создав шлейф из дыма за собой. Почувствуй себя вейпером. Диктор в радиоэфире говорит не просто так. Если, например, услышал предупреждение о приближающемся авиаударе, а ты на открытой местности, да еще и в окружении толпы тиммейтов, скорее всего, это к тебе. Посмотри на небо в поисках самолета, а лучше сразу ищи укрытие. Всегда помечай вражескую технику, так ее будет легче отслеживать твоей команде. Ты предупредишь союзников, которые не имеют противотанковых средств с собой, или наоборот, укажешь цель тем, кто обладает противотанковыми средствами или имеет страйк наготове. Если под рукой нет противотанковых средств, то можно немного усложнить жизнь вражеской техники, уничтожив или повредив обычным стрелковым оружием внешние модули, такие как турель или оптику. И совет с другой стороны. Технику и ее внешние модули можно починить прямо на поле боя. Для этого нужно рядом с техникой нажать клавишу 4, выбрать ремонтируемый компонент правой кнопкой мыши и начать ремонт, зажав левую. Однако, если ремонт модулей занимает всего пару секунд, то ремонт основного здоровья техники занимает очень много времени, что не всегда целесообразно. Поэтому лучше всего использовать полевой ремонт только для модулей, например, чтобы быстро починить оптику. Если увидел вражескую мину, разминируй, подойди и зажми клавишу взаимодействия. Тем самым ты можешь спасти союзную технику. Противопехотные мины Claymore также можно разминировать, подойдя к ним с тыльной стороны и зажав клавишу взаимодействия, или просто выстрелив по ним. Дефолтные настройки цветов союзников не очень яркие и контрастные, что иногда приводит к плохой видимости иконки союзника и Friendly Fire как следствие. Измени цвета на более яркие и заметные. Небольшая хитрость. В настройках можно изменить озвучку солдат. Поставь разные языки для союзников и противников. Это позволит ориентироваться по репликам. Услышав фразу солдата, ты будешь знать, кто находится рядом, друг или враг. Лазерный целеуказатель — это, конечно, довольно тактикульно и модно, и он даже облегчает стрельбу от бедра,
Но у него есть и огромный минус. Он сильно демаскирует и зачастую выдает тебя заранее. Игра поощряет работу отрядом, старайся взаимодействовать с ним настолько, насколько это возможно. Указывай цели в качестве лидера отряда и выполняй их в качестве члена отряда. Очки за захват точек кратно увеличиваются в зависимости от количества членов отряда на этой точке. Некоторые стены и объекты легко простреливаются, стреляй через них по противнику, а сам не используй как укрытие. Ну а на этом пока все. Если советы оказались действительно полезными, можешь сделать стандартную ютубовскую фигню. Поставить лайк, подписаться на канал, поделиться видео и бла-бла-бла. Я не буду против. Также заходи на стримы, где я всегда отвечу на вопросы. Пока и удачи на поле боя.